Я приехал на турнир под названием The International за команду Bad Boom. Пытаюсь исполнить мечту своей жизни. Цель, я бы сказал даже, все-таки, а не мечта. Меня зовут Артем, я руководитель киберспортивного направления компании Bad Boom. International — это, наверное, такая точка в году, когда мы можем где-то выдохнуть. Мы всегда понимаем, что фактически все люди, друзья, знакомые, партнеры, конкуренты, да кто угодно, они все собираются в месте проведения International. И это хорошая возможность пообщаться где-то неформально, с кем-то познакомиться, с кем-то обсудить рабочие вопросы. Поэтому International — это такой типа meeting-point для людей из индустрии, кто в киберспорте так или иначе какую-то работу делает. Меня зовут Саша, и я приехал посмотреть International впервые в жизни. Круче, чем из дома смотреть, конечно, потому что атмосферно, но мало мест. Ну, сесть сложно, если на игру опоздал, и чтобы смотреть удобно было. Ну, если ты не один. Если один, можно, конечно, найти место. В общем, я работаю, так скажем, гейм-дизайнером в гейм-девелопменте и делаю игры компьютерные. Я работал над Watch Dogs Legion DLC и Avatar Frontiers of Pandora. Это Ubisoft-овские, я в Ubisoft работал. И там делал квесты всякие, и левел-дизайном занимался. Ну, первый инт, который я смотрел, это был 2014 инт, где играли Ньюби в финале против еще какой-то китайской команды. Но я тогда только начал ознакомливаться с дотой, и я даже в нее не играл вроде бы еще. Я просто смотрел финал. Первый. Там, где М5 Гем не работал, и Нави на фонтан хукали. Ну, наверное, тогда и решил, что хочу на инт поехать, но поехал только сейчас. $1.6 million. I'm just waiting for it to be finished because, you know, all the little bugs and tweaks and I guess some of the animations aren't complete. Yeah. I'm double checking to make sure they haven't changed any details as they told us last time. $1 million in US dollars for first prize. Первый инт, который я смотрел, был 12-й инт, но я его смотрел еще вот... У меня друзья только перешли в доту, и я вот только начинал вообще ознакомливаться с дотой. Осознанно я первый инт смотрел 13-й. Чуть заранее болел за No Tide Hunter, а потом эти No Tide Hunter стали Альянс. А потом эти Альянс выиграли International. Наверное, первый International, который я смотрел как зритель, это был третий International. Тогда я работал в спорте, я к киберспорту не имел никакого отношения, кроме того, что я сам мог в какие-то игры поигрывать, но в доту я не играл, не интересовался. Но у меня были знакомые, которые как раз дотой жили. Я тогда не понимал, что это такое, и просто так совпало, что я видел, как ребята смотрят поздно вечером турнир, и я не понимал, почему они смотрят не футбол. В день, когда они выиграли, я понял, что мне это очень сильно понравилось как болельщику, и очень захотелось побывать там и попробовать пережить те же эмоции. И доставить кому-то такие же эмоции, как получил я. Here we go. Burning's coming back. He gets one kill. He's looking for more. Burning in the middle team fight. He gets focused. He's got to survive. There's nothing else if he dies. QQQ getting focused. He's trying to run. QQQ also go that Burning's landed. They're going to focus him down. The last hope for DK. Just no. Yes, he dies. And DK will tap out. And the Alliance are guaranteed a top 3 finish at the International. And ECP as well. They are in huge trouble. But it's caught. Now if they go for the throne, it could be game. HP, a corner HP, Alliance surrounding from all sides. BKB, they want this round. They're gonna do it. The Kings of the North. Alliance wins.
Мне кажется, вообще International как феномен, это круто было, потому что тогда жестко захайпилась Дота, и все такие, турнир за $1 миллион, первый инт на $1 миллион, это так круто. И, мне после этого тренд задало такой, что призовые надо делать большие. Изначально вот этот вектор движения с помощью турниров, которые очень много внимания привлекают вообще по всему миру, не только в игровой, в киберспорте, а вообще, потому что турнир по игре, по типа компьютерной игре за такие деньги с призовым, это было что-то outstanding вообще, и много новых людей пришло в доту вообще из-за этого, мне кажется. International — это время, когда ты начинаешь верить. То есть любой 3000 человек, который вот он в доту играет, допустим, сколько-то времени, он может смотреть сколько угодно турниров. Но когда он смотрит за International, он видит, как люди делают какие-то камбэки, что-то невозможное. Он именно в этот момент начинает думать, что он может постараться и попробовать. И в этот момент все, что он хочет, это как только он досмотрит игру, это пойти типа регнуть катку. International является праздником доты. Всегда он был самым крупным турниром в году, который все ждали, даже когда я не являлся проигроком. Я всегда ждал International и ломал себе режим, и просто по кайфу смотрел вот эти все игры за миллионы $. Я просто начал много играть в доту и понимать, что этим можно зарабатывать, и что мне это нравится, и что я хочу с этим связать свою жизнь. Yeah, much more of a setup and trying to enable his allies. Well, let's see if they can find this setup finally here as they do manage to come in, but there it is, Stampede run together, but the torrent, and then into the Inkswell, that was well played, and exactly what VP needed, but then everybody dies on the other side. Oh man, that Wukong's command was devastating. Lisa Egg trying to take it down, they kill the egg, they kill everybody. Saika in the front lines. They're going to get the jump on him. Dragon Tail, little bloodthorn, then you back up the Vortex comes in, but Saika's fully low. Can he get the stake out? The man has got Saika. He's in trouble. He wants the BKB, tries to stand his ground, starts to attack back over towards Amar. The damage is done. Saika's still alive. He's surviving. He'll force out to the side, turn towards Skinner. He's still alive. They're going to get 4. It's snaking against the world, and he's not going to succeed. Oh my God. Я думаю, что International невозможно представить без зрителей и, наверное, даже в большей степени без стадиона. Логичный ответ был бы без Аегиса, но он слишком дефолтный как будто. International не будет International без Аегиса, который команда выигрывает и поднимает над головой. Без болельщиков, точно. International — это всегда много людей, это всегда люди приезжают с разных уголков света, всегда активно болеют. Фактически нет команды, за которую на International не болеет. В целом турниры без зрителей — это вообще другое. Я очень рад, что сейчас многие турнирные операторы больше уходят от студийных форматов. Самое крутое, что может быть, это болельщики и это эмоция. Даже если брать какой-то призовой фонд Риада, все равно важнее все-таки выиграть инт, чтобы твое имя было на Аегисе, и все-таки даже в любом случае получить этот Аегис. Цель и мечта, так сказать, когда я начинал играть в доту и всегда к этому стремился. Oh my boy. You're a sexy fucking beast, and your eye looks way too good. Go on. Очень большая часть игроков, которые считают, что Аегис — это статус, это войти в историю. Ну, это как всеобщее призвание. То есть ты чемпион мира. They're all together. PPD, here comes the Ice Blast, ready for the dawn! In from Universe, it's a disaster! Kirina, they've managed to do it! Third place in 2014, but the Aegis of the Immortal. Я общался с многими игроками и задавал им вот такой вопрос. Поменялось ли у вас отношение к International из-за того, что призовой фонд там кратно упал? Что для вас важнее в целом? Типа деньги или поднять Аегис? Очень много молодых игроков говорят, что деньги.
Riyadh, конечно, очень сильно пошатнул, наверное, статус интернешнала. Я не хочу сказать, что он его полностью убил. И последние два интернешнала он как бы все угасает и как бы медленно перестает им оставаться, я бы даже так сказал. Весь день пакет-лоссы, отмена КВшек, крики, что лагает. Ой, ребята, это снеки нахуй на турнир? Здесь нет NVIDIA? Да, это не в комп. Комп слева еще, да? Не справа, компы слева. 5 конфеток. Вот доказательства. На завтрак дают просто яйца безвкусные. Ну, блядь, типа бекон. Ну, это как скрэмбл, да? Ну да. Такой. И картошка. Все, это три блюда. Этот турнир намного более скучнее, чем любые другие. Потому что на других турнирах ты можешь как-то организовать свой досуг, как игрок, как став, как кто угодно. Вот, там у тебя есть какие-то там players lounge, у тебя есть какие-то там активности, как это бывает там на Bad Boom Dutch, там на Рияде, там ты можешь что-то запланировать и так далее. А тут даже нету как такого лаунжа. Есть просмотровая зона, но это не лаунж, это зона, куда ты спускаешься к телевизорам только во время игры, и все. Это обидно, типа, что вот перестали выпускаться трусайты. Для меня это был трусайт тоже как праздником, типа, доты. Ну и падение призового фонда тоже, типа, немного неприятно. Ну вот, думаю, просто, типа, как бы все связано с Valve и их интересом, типа, всем этим заниматься, насколько для них это важно.这边是洗把脸吗？啊，感觉我还行啊。我说你去洗把脸吧。不想洗了，没什么。那就是我想让你去洗把脸，能不能去洗把脸？我们再来讨论一下。我感觉我打的没什么问题。我知道，但是为什么一定要洗脸呢？我感觉我也不是很困啊。就是你洗把脸，我心里安心一点，感觉。因为刚才刚开的时候你就在打呵欠了，就。Valve сейчас, по моему мнению, доминирует на рынке. Понятно, что есть там Riot, League of Legends, Valorant, и в разных регионах там разные дисциплины, там разной популярностью пользуются. Но в тотале все равно Valve, они так доминируют с точки зрения своего маркетплейса, Steam, игры, Counter-Strike, Dota. Я думаю, что они уже не нуждаются в какой-либо рекламе, и поэтому они, и, по-моему, даже они сами об этом говорили, что они просто смещают свой фокус с компетитив истории больше вот в масс-маркет. В целом уже как будто наигрались в киберспортивную доту, говорит факт того, что они по факту International уже отдают полностью там, на подряд. Да? То есть если раньше Valve как-то более глубоко погружалась в организацию турнира, то сейчас они полностью все отдают на аутсорс, подрядчикам и так далее, там, в частности PGL. Valve, я бы сказал, начали в моменте немного забивать на доту, и многие люди, которые над ней работали, мне кажется, ушли из нее и уже как бы не работают, те изначальные там разработчики, там IceFrog. Если Valve меньше заинтересованы в инте, они меньше делают для инта, меньше делают контента, там уровень турнира по там организации и, ну, и так далее, и отношение к нему, к игрокам, и ну все вот идет к тому, что ну что Valve как будто явно дают понять, что им Dota становится менее интересно. Если смотреть на это с коммерческой точки зрения, да, то есть там тоже ребята непонятно, они как будто прощупывают, экспериментируют. То есть у тебя был International, который был коммерческий до части плей-оффа. Студия Фиссура выиграла кросс-тендер на организацию русскоязычной трансляции, там группового этапа и квалификации. Получили возможность быть спонсором этой трансляции, иметь там рекламу. То есть следующий год у тебя полностью все без рекламы, притом даже видно те команды, кто у себя в нейминге использует спонсоров, их тоже там немножечко подрезают. Как-то очень резко Valve начинает принимать какие-то вообще необоснованные мувы и без предупреждения, без подготовки. То есть там даже, условно говоря, в CS-системе
там франшизные лиги отменяют, но там предупреждают заранее, там сильно заранее, чтобы ТО понимали, там, что они там заканчивают контракты в это время, чтобы команды понимали, там, что экосистема меняется в это время и так далее. А тут просто сказали, вот, вот у вас турнир, вы, кстати, называетесь вот так, и нам даже никто не сказал. Я просто зашел в лидерборд и увидел, что название ББТ. Я такой, типа, прикольно. Знаете, как будто они хотят максимально мало ресурсов отдавать игре, и сейчас они хотят наладить какую-то экосистему не для того, чтобы развиваться, а экосистему для того, чтобы оно существовало. И их никак не дергали по тем или иным вопросам, и они там говорят из серии, вот это будет так, это будет так, это будет так, мы пошли. Hi, I'm Gabe Newell. 13 years ago, I had a front row seat to watch the very first champions of Dota 2 earn their place on the Aegis. Они, наверное, уже достаточно денег себе заработали, и что можно оставить, бизнес есть, он работает, приносит деньги какие-то, можно, значит, само пусть как-то развивается, не особо стараться, не особо много ресурсов туда вкладывать, чтобы, а зачем, если и так деньги приносят. В целом, в масштабах, наверное, они, может быть, хотят сейчас дедлог свой пушить. Просто если говорить даже про какую-то прибыль, мне кажется, у них с каких-то других проектов и в целом со Steam намного больше деньги зарабатываются, поэтому вот на Int, Gabe и Valve так стали, немного, грубо говоря, забивать. Remember, Gabe, it's just a game. Oh, yeah, that's true. И разработчик откровенно своими действиями показывает, что рейд этого турнира уменьшается в их глазах для них же. Мне кажется, что Dota могла бы, жить и без International. Hi, I'm Gabe Newell. And like many of you, I have a complicated relationship with Dota. International, так или иначе, каким бы он ни был, он все равно является одним из самых ключевых турниров для любого игрока. Даже если они говорят, что деньги им важнее. Все равно каждый хочет выиграть International, я уверен. То, что было в прошлом году, меня очень сильно грузило и смущало, но когда мы попали на Кей-арену, я вообще забыл все, что было, как будто кто-то пальцем щелкнул, и забыл все. Сам турнир и традиция, традиционно Aegis International, это в любом случае плюс. Но International почему-то больше смотрят. И это очень похоже с футболом на самом деле, когда есть люди, которые футбол не смотрят в принципе, но чемпионат мира готовы посмотреть. Это наверное, это лучшее вообще, что со мной в киберспорте случалось, это это ощущение, когда ты выходишь после мапы на сцену и просто ощущаешь это все, и ты просто в нереальном предвкушении. Я тебе в победу, честь победы. Знаешь, что нужен? Рис с курицей. Сейчас многие критикуют International, я со многими, наверное, моментами даже согласен. То, что International становится, по мнению многих, менее приоритетным турниром, понятно, из-за призового фонда, наверное, в первую очередь. Кто-то смотрит на то, какая арена, кто-то смотрит, как выглядит церемония открытия, кто-то смотрит на компендиум, вообще, что он из себя представляет. И все так или иначе говорят, что Dota умирает, это Мне здесь не понравилось, в целом, на этом инте мне не понравилось, что прикольно, инт прикольно, круто, я первый инт, на который приехал, но именно атмосфера вне арены. Хотелось бы, чтобы ты пришел, и ты попал в доту, условно, чтобы было оформление, денег-то много, можно это сделать. И ты приходишь что-то на фонтан пришел, не знаю, в магазин, который как магазин оформлен, как лавка потайная. Это был бы реальный экспириенс крутой, ты приезжаешь на реальный интернешнл турнир, а тут ты только на интернешнл, когда ты входишь на арену и на экран смотришь, а как только ты выходишь за дверь, ты уже просто в каком-то месте, где непонятно даже, что внутри происходит, потому что никак не понять, что это интернешнл. В целом не хватает последние инты, это питания нормального, то есть
образцовым, ну, Bad Boom Dacha в этом плане образцово-показательная, что у тебя помимо того, что есть питание, у тебя есть еще разные опции питания, у тебя всегда есть график какого-то питания, ты в целом вообще не думаешь, когда ты хочешь покушать, ты точно что-то найдешь. Снеки какие-то базовые, то есть такой уровень hospitality, он есть, то есть к тебе относятся хорошо, тут на Инте хороший персонал, там, УПГЛ в этом плане, но в целом вот эти, как ресурс на hospitality, это уже чуть-чуть другое, то есть уровень hospitality здесь нормальный, но ресурса как будто можно было намного больше дать на hospitality и поднять этот уровень, допустим, до какого-то там космического, высокого, там, и бла-бла-бла. Мне на самом деле очень импонирует подход Riot'ов в этом плане, то, как они делают Worlds, как они работают с Лигой Легенд. Как минимум попытался бы повторить их путь, как максимум его превзойти. То есть, по факту, это сумасшедший праздник киберспорта, это привлечение артистов, это какие-то яркие коллаборации. Кажется, есть яркий пример, например, да? Есть Супербол. Вот. Это американский футбол. Понятно, что в нашем регионе он вообще не популярный, то есть его мало кто смотрит. Но почему-то про Супербол все говорят. Я бы, наверное, хотел, чтобы отношение и внимание к International было такое же. Не только в рамках игровой индустрии, чтобы про это говорили и люди, которые киберспорт не смотрят, которые, может быть, даже им и не интересуются, но чтобы они знали, что есть какой-то такой турнир International, где будет выступать, я не знаю, Eminem, грубо говоря, и у тебя там, не знаю, стадион на 40 тысяч или там 60 тысяч зрителей с каким-то просто шоу невероятным. То есть, ну, как бы вот это прикольный подход. Вот такими штуками я бы гордился. Вот. Но по ощущению, как будто бы International идет в противоположную сторону, к сожалению. В сторону упрощения, экономии и так далее. Я считаю, в этом году Инт точно главный турнир сезона, так или иначе, пока по инерции. От Инта в следующем году я жду только одного, чтобы он был. Ожидаю, наверное, более крупную арену, ожидаю более активную базу болельщиков, ну и с точки зрения в целом там, размещения рекламы, трансляции, будет ли тендер на освещение, будет ли International освещаться, как любой другой турнир в этом плане. Потому что если Valve так активно отходит, возможно, они в целом его полностью так отдадут, скажут, вот, типа, чуваки, вы там занимаетесь, там, эта студия или эта студия выиграла там право на освещение, что хотите, то делайте. Вот у вас условно есть какой-то гайдлайн, гайдбук, вот, а вы там хотите рекламу продаваете, хотите так, хотите сяк, хотите делаете аналитику, хотите добавляете какие-то там, не знаю, еще какие-то приколюхи. Вот в целом мне интересно, куда идет трансляция именно с точки зрения на коммерции. Вот это мне интересно. Вот. Жду, что он хотя бы будет. Мне кажется, что Инт заболевает. То есть ему точно нужны какие-то лекарства или таблетки. Вот. И если мы его не подлатаем в нужный момент, тогда, возможно, Инт умрет. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Никогда. Временное падение. Ну, скорее умирает, чем нет. Она точно не процветает. Пока Valve показательно делают все, чтобы отпустить взрослого сына в свободное плавание. Вот, скажем так. И вопрос, к какой жизни приведет этого сына свободное плавание. I'm so excited to say, welcome to the International. Welcome to the International. Welcome to the International. Welcome to the International. Welcome to the greatest esports event in the world. Welcome to the International. He stops it right in the track. They're going to be able to take down. Свободен!
that they were going to go for a throne. That's fine. I hope I'd like to say thank you to the citizens and government of Shanghai. 尤其是最后一把，感觉是其实是输给自己。